Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на моем кулинарном канале Кулинария на бис. Меня зовут Оля, и сегодня я предлагаю вместе с вами приготовить очень вкусный домашний творог в нашей чудеснейшей мультиварке Ninja Smart Lid. Готовить мы будем два варианта творога. Один творог у нас будет более рассыпчатый, а второй вариант это будет более такой пастообразный творог, который очень любят детки. Он очень нежный, очень вкусный, и также его можно намазывать на тосты или просто кушать с хлебушком, или также с зеленью. Это уже как вам понравится. Ну и сегодня я, конечно же, расскажу, как всегда, все секреты приготовления. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Если вы еще не успели, то не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, которые я от всей души для вас готовлю. Такой именно творог мы сегодня с вами приготовим. Зернистый и пастообразный. Пастообразный творог очень любят детки, потому что он получается очень-очень нежный, очень вкусный, мягкий, совсем не кислый. Его здорово намазывать на тосты, кушать с хлебцами, с йогуртом, с фруктами, ягодами. Ну и зернистый классический творог тоже подходит, в принципе, к любой выпечке. Его можно также использовать для приготовления вареников, ватрушек, фаршированных блинчиков. В общем, все, что захотите, потому что он получается очень нежный, рассыпчатый, как я уже сказала, совершенно не имеет такой выраженной кислоты, но очень-очень приятный на вкус. Прежде чем мы приступим к приготовлению домашнего вкусного творога, я хотела вам немножко показать экскурсию. Так как я живу в США, и найти настоящий творог здесь в американских магазинах это практически невозможно. Здесь есть творог, который называется Cottage Cheese, но он сильно отличается от того, который мы любим и к которому мы привыкли. Так как мы будем готовить творог из кефира, поэтому мне сегодня нужен будет кефир. Найти в американских магазинах его также сложно, потому что здесь есть такой напиток, как buttermilk. Это что-то наподобие нашей простокваши, и он все-таки сильно отличается даже от простокваши. Он такой достаточно жидкий, и мне он совсем не понравился. Но я знаю, что многие из него тоже делают творог. Я сегодня буду показывать вам русский магазин, в котором есть кефир. Единственное, конечно, он все равно не такой, как хотелось бы, но на самом деле на моем канале есть рецепт приготовления домашнего кефира. Я его там готовила из закваски, которую я покупаю в магазине Amazon. Кефир получается тоже бесподобным, очень вкусным. Таким вкус из детства я его называю. Ну и сейчас я покажу просто наш магазин, в котором я куплю кефир для творога. И покажу, что у нас есть творог, но он, к сожалению, не очень мне нравится, потому что у него очень-очень большой срок годности. Это просто катастрофа, потому что мы знаем, что все, что хранится очень долго, оно совершенно не полезно для здоровья, особенно если у нас есть маленькие дети, которых нам хочется кормить полезной едой. Так, я пришла в американский магазин, чтобы купить кефира, но здесь его нету. Здесь есть только вот с разными добавками ягод, что для творога нам никак не подойдет. С клубникой, черникой, с чем угодно, но просто кефира, к сожалению, здесь нету. Здесь уже пошли йогурты, поэтому я поеду к русским. Вот мы подошли к творогу, но, как видно, здесь у творога срок годности до октября. То есть это вот расфасовано. Недавно я такой принесла с гола, потому что он у меня зацвел. Также здесь есть расфасованная сметана. Вот. Здесь, конечно, творог в упаковках, таких упаковках, но у них у всех срок годности очень-очень, к сожалению, большой, до 24 года, поэтому не очень подойдет. Есть еще вот такой, но он тоже такой пастообразный, тоже срок годности у него до 28 августа, поэтому не знаю. Есть вот такой.
например, но тоже срок годности у него до 24 года. В общем, такого творога, который бы хранился, ну, хотя бы, не знаю, дней 10, здесь просто нету. Какой творог не возьмет, это все, это тоже все творог. И тоже имеет срок годности очень-очень большой. Поэтому делать творог мы будем сами. Мы возьмем кефир и простоквашу. Я возьму простоквашу, одну баночку. А кефир. Я не вижу тот кефир, который я беру. Или можем взять вот этот. Ну все, мы возьмем сливки. Здесь, к сожалению, только большая упаковка. Нам нужно половину этих сливок. Ну, скорее всего, здесь сегодня выбор не очень большой. Наверное, возьмем вот эти. Сейчас посмотрю срок годности. Возьмем вот эти, но используем половину этой упаковки. Здесь еще есть такой баттермилк. Это наподобие нашей простокваши, но он какой-то слишком жидкий, слишком, не знаю, прозрачный. Я как-то брала, мне не очень понравился. Вот. Поэтому я предпочитаю брать нашу простоквашу классическую, ну или просто кефир, или свежее молоко, смешивая вместе с кисломолочным каким-то продуктом. Это слишком низкая жирность. Ну, вот этот самый подходящий. Ну и я сейчас очень коротко пройдусь по продуктам, которые нам понадобятся для приготовления вкусного творога в мультиварке. Итак, нам понадобится кефир. Собственно говоря, вы его уже видели, когда мы выбирали в магазине. Кефир можно использовать абсолютно любой. Это не реклама, это я беру тот кефир, который, ну, я уже пробовала, я точно знаю, что он получается вкусный. На самом деле, когда вы будете готовить, вы можете тоже пробовать, ну, экспериментировать с разными фирмами. Можете сами сделать простоквашу дома, например. Это, ну, на ваш вкус. Все нужно как бы подбирать и пробовать. Ну и также, как вы уже видели, я взяла простоквашу. Мне очень нравится с ней вкус. Творог получается очень нежным. Вот, какой-то вот такой особенный вкус добавляет простокваша. Также мы будем использовать сливки. Тоже можно абсолютно любые, но дело в том, что сливки, они дают такой очень тоже нежный вкус творогу. Творог сам по себе получается таким вкусный. Вот, можно, конечно, готовить и без сливок, это не обязательная составляющая. Также хочу сказать, что можно использовать молоко. Иногда я так делаю, например, я могу просто соединить молоко с кефиром в той же чаше мультиварки, все вместе, и прекрасно все сквашивается молоко, прекрасно получается творог. Может быть, единственное, чуть побольше времени тогда установить на, ну, где-то на полчасика, минут на 40 больше, продержать в чаше мультиварки, чем если просто использовать сразу готовый кисломолочный продукт. Вот. И также нам понадобится силиконовый половник, чтобы просто не поцарапать чашу мультиварки, когда мы будем доставать творог из сыворотки. И нам понадобится вот такой мешочек. У меня это нейлоновый, можно использовать хлопковый. Просто хлопковый он будет чуть-чуть плотнее, чем вот этот. На этом все. И теперь приступим непосредственно к приготовлению. Так, для начала мы выльем. Для начала мы выльем все кисломолочные продукты, кефир и простоквашу. У меня это 2 литра. И для нежности готового творога мы еще выльем сливки. У меня, как я уже сказала, большая банка, поэтому я вылью только половину. Вот так будет достаточно. Теперь силиконовой ложечкой мы все перемешаем. Теперь остается выбрать режим, на котором мы будем готовить творог. На самом деле в данном модели мультиварки таких режима или таких программ есть 3, но сегодня я хочу рассказать о 2 таких программах, потому что, на мой взгляд, они самые удобные, самые простые, самые легкие. Смотрите, режимы, которые я очень люблю, здесь 2. Для этого, чтобы их активировать, нужно, чтобы ползунок был в крайнем правом положении. И такие режимы — это
slow cook, медленное приготовление. И обратите внимание, у этой программы есть два режима, high и low. Дело в том, что high нам не подходит, так как у него минимальная температура подогрева это 90 градусов, а максимальная 105, что для творога нам не подходит. Поэтому мы можем выбрать low режим, это еще меньше температура. Здесь минимальная температура примерно от 80 и до максимальной 90-95, ну, примерно. В принципе, этот режим нам может подойти. Я же очень люблю и So Sweet. Дело в том, что именно на этой программе мы можем выбрать вообще точную температуру. Например, так как нам нужно где-то 70-75 градусов по Цельсию, но у меня мультиварка американская, она идет в фаренгейтах, поэтому в фаренгейтах это где-то примерно 155-160 градусов по Фаренгейту. И время приготовления тоже здесь можно выбрать, например, 3 часа или 2:30. Вот 2:30, в принципе, 3 для данного количества кефира вполне достаточно. Теперь мы просто нажимаем старт, и она наберет температуру, и потом начнется отсчет времени. Вот и все. Наш творог готов, и теперь нам нужно очень аккуратно его переложить вот в этот мешок. Я поставила тарелку, ну как бы миску, потом дуршлаг, ну это просто для удобства. Вот мы переложили в мешок, теперь мы просто его затянем, или если вы будете использовать марлю, то можно просто завязать ее, это уже не имеет значения. Главное затянуть, чтобы вот таким образом мы его потом подвесим. Ну и вот так я решила показать вам, как я делаю, чтобы творог отвисал. Я просто сделала петельку на вот этом нейлоновом мешке, вот шнурочек, который затягивается, и подвесила за ручку, так как творога немного, поэтому ничего страшного, ручка не отвалится. И вот так он у меня, сыворотка скапывает в тарелочку вниз. Итак, друзья, вот так легко и просто мы сегодня приготовили с вами пастообразный творог. Но, как я уже показала, у меня есть творог еще зернистый. И на самом деле я не стала просто показывать еще раз этот же самый процесс приготовления зернистого творога. Но самое интересное, чтобы у нас получился творог таким более зернистым, просто-напросто надо поднять, увеличить температуру. Чем температура ниже, тем творог нежнее получается. Чем температура выше, тем творог получается более зернистым, более рассыпчатым таким. Ну вот, в принципе, и все. Но у меня есть еще несколько таких небольших советов, рекомендаций по поводу вот этих мешочков, в которых мы отцеживаем сыворотку, и у меня их два. И дело в том, что они оба нейлоновые, но у них очень разная плотность. Например, если делать творог зернистый, то вполне подойдет вот этот пакетик, вот этот мешочек. Если творог более пастообразный, то подойдет вот этот. Почему? Потому что сейчас я попробую вам показать поближе. Так, вот видите, вот этот вот мешочек, он такой более рыхлый. У него есть такие, вот они, видно, такие дырочки, они более крупные, поэтому творог, если он если он пастообразный, он будет все-таки вместе с сывороткой чуть-чуть просачиваться, что не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы творога получилось побольше. А вот этот мешок, он тоже, как я уже сказала, нейлоновый, но он прям вот блестит. Видите, он такой очень, так вот, наверное, он очень плотный, вот. Очень-очень плотный, и в нем как раз хорошо делать вот этот пастообразный творог. Он не будет отделяться только сыворотка, а сам творог, он останется внутри. И еще я забыла сказать, что из 2 литров кефира у меня получается примерно 350-400 грамм
творога. Ну вот и готовый результат нашего творога, который мы сегодня с вами готовили. Это зернистый творог. Смотрите, какой красивый и вкусный он получился. И также пастообразный творог. Ну и вот я еще хотела показать, какой нежный получается пастообразный творог. Очень мягкий, очень равномерный такой. И очень вкусно его подавать также с овощами, зеленью. Получается просто великолепно. Друзья, я очень благодарна, что вы досмотрели меня до конца. Я буду также очень благодарна за ваши отзывы. Ну и, конечно, я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока!